Я еду во Львов, один из самых романтических городов Украины. Нам повезло, наш автобус полупустой, так что ехать было очень комфортно. Можно было выбрать любое место. Во Львов мы прибыли 24 августа, когда украинцы праздновали День независимости. Много людей на улицах было в вышиванках. Это рубашки с вышивкой, орнаментом. Многие девушки носили на головах красивые веночки, часть национальной украинской одежды. Львов любят за его особенный шарм, который пропитан ароматным запахом кофе, крепких наливок и шоколада. Нам удалось попасть во Львовскую пивоварню, Львиварню, музей истории пивоварения, который расположен на территории самой старой пивоварни в Украине. Нам рассказали историю возникновения пива и традицию производства львовского пива. Также у нас была возможность продегустировать живое, свежесваренное пиво, которое здесь изготавливают еще с 1715 года. Во Львове производят пиво 4 мини-пивоварни: Театр пенного напитка «Правда», Кумпель, Старгород, Львиварня. Также известны заведения по продаже пива: Монс Пиус, Бартоломей, Човен. Уникальные ресторанчики, пабы, бары и музеи не оставят никого равнодушным. Этот город окутан легендами, мифами и таинственностью. Если вы любите мясо и свежее пиво, вам стоит посетить Реберню. Это гриль-бар, в котором подаются большие порции ароматных ребрышек в медовом соусе, приготовленных на мангале, домашняя брынза и крафтовое пиво. Каждому посетителю выдается оригинальный фартук. Хотите живую музыку и оригинальные блюда? Театр пива «Правда» – отличный выбор. В ресторане «Гасова лямпа» наливки подают в пробирках. Это креативный ресторан, идеей которого послужил факт изобретения керосина во Львове. В баре «Пьяна вишня» маленькие столики находятся прямо на улице. Здесь легко завести разговор и познакомиться с людьми за бокалом вишневой наливки. Самое красивое в интерьере – огромная люстра из стеклянных бутылок с вишневой наливкой, которая заливает все пространство алым светом. Самым патриотичным является знаменитый ресторан «Крыевка», в переводе на русский «Землянка». Прямо у входа посетителей встречают рюмкой медовухи. Чтобы вас впустили в ресторан, нужно сказать пароль «Слава Украине». Здесь есть карцер, камера временного задержания, для тех, кто признается, что он иностранный шпион. Интерьер заведения оформлен в стиле подпольного движения. Военная одежда, оружие и элементы быта прошлого века.
В заведении «Підпільний Киндрат» нас ожидали многочисленные виды свежих львовских наливок, которые подавались в сопровождении музыкантов. В пабе «Білий лев» также играла живая музыка. В конце этого долгого дня нас ждал концерт, посвященный Дню независимости. На весь світ вітає усіх! Слава Україні! Героям Но это еще не все. Наш отель находился недалеко от центра города, но чтобы добраться до него, нам пришлось сесть в переполненный ночной автобус и объехать весь город по кругу. Так что я могу сказать, что мы видели весь Львов. Все украинцы хорошо понимают русский язык. Некоторые говорят на нем, но во Львове все украинцы говорят на своем родном языке. Во Львове проживает около 1 миллиона человек. Здесь находится наибольшее количество памятников архитектуры Украины. В 2009 году Львову было присвоено звание культурной столицы Украины. Средняя заработная плата во Львове $300-400 в месяц, в Киеве $800. Если вы любите мясо и свежее пиво, вам стоит посетить Реберню. Это гриль-бар. Музей «Львівська копальня кави» является одним из самых посещаемых заведений Львова. Согласно легенде, кофе здесь добывают прямо в шахте. Интересно использован подвал кафе, где создана имитация шахты. Посетителям, которые хотят спуститься в шахту, обязательно выдается шахтерская каска. Заведение знакомит посетителей с кофейными традициями города. Здесь вам предложат лучший кофе в городе. Одни заведения поражают своими напитками, другие – блюдами, третьи – интерьером и нестандартной атмосферой. Мы едем в центральную часть города, где познакомимся с историей Львова, услышим захватывающие легенды о прошлом и настоящем этого города, увидим рыночную площадь с ее шикарной архитектурой, фонтанами, красивые здания ратуши, Доминиканского, Бернардинского, Кафедрального соборов, Армянской церкви, часовни Баимов, еврейский и армянский кварталы, собор Святого Юра – шедевр архитектуры барокко. На протяжении многих веков он являлся резиденцией греко-католических архиепископов и патриархов. Это символ Львова. Этот город окутан легендами, мифами и таинственностью. Рестораны, кофейни, магазины сладостей Львова – это не просто заведение для питания, а особый мир, один из способов сохранить уникальную субкультуру,
Поэтому путешествие по ресторанам и кафе Львова – это не столько гастрономический туризм, сколько возможность прикоснуться к истории города. Высокий замок считается местом основания Львова. Мы поднимемся на высоту 413 метров над уровнем моря, откуда открывается незабываемая панорама города. Высокий замок был заложен как парк в 1835 году и является в наше время уникальной в Европе смотровой площадкой. С пороховой башни начинаются все экскурсии. Блуждая по улочкам Львова, невольно ощущаешь дыхание веков. Площадь Рынок – это настоящий музей под открытым небом. Львов во все времена славился вкусной кухней, чудесными кофейнями и пивными, красивой архитектурой. Все это благодаря смешению украинского уклада и культуры соседних европейских государств, удачному месторасположению на пересечении торговых путей, а также бережному отношению самих львовян к традициям культуры питания. Говорят, что все, кто побывал во Львове, обязательно хотят туда вернуться еще раз. Но, если честно, мне больше понравились Киев и Санкт-Петербург. Львов тоже очень красивый, древний город. Но мне кажется, что он, несмотря на свою древность, больше подходит для молодежи. Ведь в нем так много увеселительных заведений, ресторанов, кафе, ночных клубов. И все же тем, кто никогда не был во Львове, я советую обязательно туда съездить.